Птица феникс я, только в огне пою. Огонь Цветаевского костра зажигается на Усень-Ивановской земле уже 5-й год подряд. Традиционно гости праздника встретились у памятника Марине Ивановне для возложения цветов. Гостей поприветствовали глава Усень-Ивановского сельсовета Дмитрий Денисов и директор музея Марины Цветаевой Ольга Сатарова. После открытия праздника почитатели творчества поэтессы отправились на девичий родник. Стало традицией сажать у родника рябину. Рябину для Марины. 105 лет прошло с того лета, когда Марина Цветаева со своим будущим мужем Сергеем Эфроном отдыхали в селе Усень-Ивановское. К этой дате и приурочен музыкально-поэтический праздник. На поляне рядом с девичьим родником вновь зазвучали строки ее стихотворений, песни на ее стихи. И, конечно же, каждый выступающий по традиции подкладывал полено в Цветаевский костер. А зажгли его главный редактор газеты «Бельбеевские известия», хранительница костра Любовь Иванова, директор башкортостанского филиала Российского фонда культуры Гульнара Иксанова и школьница по имени Марина. На праздник поэзии в село Усень-Ивановское приезжают не только жители близлежащих городов. Были гости из Уфы, из Татарстана. Вдохновленные творчеством Марины Цветаевой и ее гением, они хотят увековечить память о поэтессе. Я считаю своим долгом, как краеведа, как представитель фонда культуры, как журналиста, пропагандировать творчество этого поэта не только в нашей республике и в России. Именно то событие, что в 1911 году Марина Ивановна Цветаева с Сергеем Эфроном жили в наших краях. Потому что, вы знаете, вот бывая в разных городах России, в частности в Елабуге, там были дни ее смерти. А здесь она жила и прожила самый счастливый период своей жизни. Поэтому почему мы об этом не говорим вот так, чтобы спеть это, чтобы это было слышно не только в Башкирии, но и в России. Я думаю, что есть возможность создания здесь мемориального комплекса, достойного ее памяти. Гюльнара Альфредовна неоднократно писала письма в Министерство культуры страны и республики. Являясь гостьей праздника 3-й год подряд, убеждена, уровень мероприятия необходимо повышать. Я считаю, наше правительство Республики Башкортостан должно принять все меры, потому чтобы создать нормальную мемориальную зону, чтобы люди сюда приезжали не просто отдыхать на костер, чтобы уровень поднялся. Вместе с тем, гости, побывавшие на празднике впервые, делятся лишь положительными впечатлениями. Я приехала к Марине Цветаевой на праздник, на ее день рождения. Я сюда приехала первый раз. Мне очень понравился этот праздник. Цветаевский костер, цветаевская поэзия объединяет людей совершенно разных профессий. Так гостья из Казани Людмила Хмелева всю жизнь проработала проектировщиком и не знала Цветаевой до тех пор, пока случайно не попала на международные цветаевские чтения. 40 лет я проработала проектировщиком, газовиком в фирме ТАТ «Инвестгражданпроект». И когда вышла на пенсию, меня подхватила Цветаева. И я настолько люблю ее. Людмила Хмелева прочла несколько произведений Марины Цветаевой. Во время свободного микрофона такая возможность была у всех желающих. Выступали не только заявившиеся заранее гости и творческие коллективы, но и те, у кого желание почитать пришло в процессе мероприятия. Скажут нет, а будет да. Не поддамся никогда. Это ясно знает мама. Поиграй, возьмись за дело, домик строй. А где картон? Что за тон? Совсем не тон. В казане горячая картошка, на столах чай и пироги. Угощение для гостей праздника. Однако никто не спешит расходиться. Свободный микрофон не пустует ни минуты. Стихи Цветаевой продолжают звучать без остановки. Домашняя уютная атмосфера, приятный треск костра, близкая сердцу, понятная для собравшихся поэзия. Цветаевский костер 2016 завершился. Следующая встреча через год. Будьте в курсе событий вместе со Спутник ТВ.